Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на январь 2024 года. Мы с вами вступаем в новый годовой цикл, поэтому посмотрим, чем вас январь удивит, что вам необходимо будет запланировать, как, в принципе, с какими энергиями вы войдете в наступающий год. Ну и что нужно будет обязательно заложить, какой фундамент, потому что 11 января у нас будет первое новолуние в этом году, соответственно, это очень удачный день для целеполагания, создания плакатов, визуализации, просто для того, чтобы прописать планы в свой ежедневник. Для тех, кому актуальны карта желаний, ссылку на них оставлю в комментариях. Для всех остальных я предлагаю посмотреть прогноз. Итак, приступаем. Основные энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Давайте несколько поднимем арканы, чтобы вам было хорошо видно, и приступаем. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится король жезлов. Это карта, которая говорит в первую очередь, если характеризовать месяц в целом, о повышенной энергичности, амбициозности, приливе сил, мотивации. Конечно же, поскольку это карта двора, это указание на мужчину огненной стихии, овен, лев или стрелец, взаимодействие с этим человеком, его активное влияние на какие-либо сферы вашей жизни. Поэтому действительно он может сыграть важную скрипку в этом месяце. В какой же именно нише, в какой сфере, давайте уточним. Если смотреть здесь по рыцарю монет, это вынашивание целей, планов, идей. Это вопросы, связанные с стабилизацией вашего финансового положения или как подсказка, идея, как заработать, при помощи чего. Поэтому здесь, вы знаете, как мотайте на ус ту информацию, которую может вам дать этот человек, или если чем-то может вам помочь, обязательно воспользуйтесь его помощью. Если смотреть в целом вопросы работы, бизнеса или карьеры, у вас здесь ложится аркан дурак. По дураку это, как правило, всегда новые начинания. Будь то новая должность или в рамках текущей должности вы можете изучать что-то новое, то есть новая база. Кто-то может переходить на новую работу, а некоторые из вас могут ее обрести. Поскольку карта многогранна, конечно же, будем ее раскрывать. Но это уже одно из указаний на то, что для вас будет это очень значимая сфера жизни. Для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может, дотягиваем аркан, уточняем, у нас здесь ложится принцесса жезлов или паж жезлов, карта, которая говорит о вашем любопытстве, о все-таки желании использовать свои таланты, свои возможности и попробовать себя в каких-либо новых началах. Тем более с чьей-то подачей, с чьей-то мотивацией. Человек, который вас заинтересует, покажет вам, как это делать, как себя раскрыть в новом деле, на новом поприще. И действительно у вас загорится внутренний огонь. А почему бы и нет? Если получается у других, значит получится и у меня. Поэтому вы будете следовать этому девизу и, конечно же, пробовать себя в каких-то для вас новых нишах. Но, более того, могу сказать, очень благоприятно, потому что дно колоды рыцарь жезлов – это раскрытие вашего потенциала, это скорость реакции, ну и скорость развития событий. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас является соискателем. Двойка жезлов. Сегодня прям одни огненные карты вам идут, на удивление, потому что колоду очень хорошо перетасовала. Так вот, двойка жезлов говорит о ситуации выбора. У некоторых это может быть как выбор среди нескольких вакансий, так и, возможно, если вы фрилансер, работа на нескольких предприятиях одновременно, совмещение двух должностей. Те же, кто является наемным сотрудником на текущем этапе, аркан дьявол. По дьяволу это на самом деле прекрасные перспективы в плане дохода и заработка, но вместе с тем и новые обязательства, которые на вас возложат. Не зря здесь изображены оковы. Плюс у некоторых могут быть стажеры, которые вам нужно будет взять на попечение, на обучение и нести также за них ответственность. Но в целом, если мы смотрим по этим арканам, у вас здесь прекрасные возможности. Для тех, кто владеет собственным делом, у вас ложится девятка жезлов, прям как у тельцов. Это карта, которая говорит о ситуации, знаете, как попытки высчитать, выверять, как, знаете, как систематический такой планомерный длительный подход для того, чтобы раскрыть или реализовать для себя новое дело, то есть идти в какой-то новый стартап. Девятка жезлов – это в большей степени как подготовительные процессы, то есть сбор информации, подсчет
ваших ресурсов, решение каких-то административных вопросов, так сказать, чтобы в новом месяце с новыми силами взяться за это. Опять же, если это касается нового персонала, то будет много сложностей для того, чтобы адаптировать, обучить, ввести в курс дела. То есть это займет много времени и сил. Финансовая сторона вопроса. У вас ложится карта Луна. Двоякий аркан, объясню почему. Потому что, с одной стороны, Луна – это также финансы, но это нестабильность ресурсов. То густо, то пусто. То есть вам могут приходить или какие-то большие суммы, потом длительный период, ну, знаете, как застоя, потом, допустим, опять пришли. Плюс это несоразмерность в расходах. То есть ваши расходы могут превышать ваши доходы. Сейчас даже дотянем почему. У вас, смотрите, здесь и ложится карта пятерка жезлов. Не то, чтобы называть это борьбой с финансовыми трудностями, это больше борьба с вашим подходом к финансовому благосостоянию, а именно к вашим тратам. То есть пересмотреть свои расходы, сделать акцент на том, где вы можете сэкономить, и акцент на том, где вы можете заработать больше, в чем можете преуспеть. Поэтому здесь, знаете, как углубиться в изучение этих процессов. То, что касается вопросов состояния здоровья, четверка мечей очень часто говорит о периоде отдыха, восстановления, отпуска, релакса, санаторно-курортного лечения. Ну и в целом это больше каких-либо видов спорта, которые направлены на релакс. Йога, пилатес, цигун. То есть там, где у вас не только энергия центрируется, сублимируется, самое главное, потому что это сохранить, приумножить, а не перерасходовать. Вот вы будете увлекаться такими практиками. Но еще четверка мечей, это может быть, поскольку мне часто пишут в комментариях, вот вы там не говорите какие-то негативные аспекты, потому что четверка мечей, там это карта больного. Это действительно может быть карта болезни, как следствие некого периода застоя, но глядя по вашим активным действиям, в частности в плане работы, я вижу, что даже если и будет некое такое заболевание, оно будет краткосрочного характера, то есть может быть какое-то быстро проходящее ОРВИ, поэтому здесь делать акцент на каких-то заболеваниях нет смысла. Смотрим вопросы личной жизни. А вот это, наверное, для вас будет наиболее значимая сфера, потому что здесь падает карта башня. Башня – это кардинальные перемены. Это разрушить старый образ жизни для того, чтобы создать нечто новое. Будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас сейчас свободен. Для тех, кто свободен, карта колесница. Говорит о ситуации, что вы можете понимать, знаете, как, что ищете не там и не тех. Иными словами, у кого-то в прямом смысле слова это может быть переезд для того, чтобы, не только по причине личной жизни, то есть вы можете изначально переехать по ряду других причин или факторов, но именно это будет основополагающим фактом, который поможет вам привнести изменения в вашу личную жизнь. Плюс идет понимание и осознание того факта, что, допустим, в вашем регионе, там, где вы проживаете территориально, нет тех партнеров или партнерш, которые соответствуют вашим запросам. Ну, утрированно, может, вы живете в каком-то маленьком населенном пункте, где там из серии населения 2000 человек, и вы уже знаете всех как облупленные, и никто вам не подходит, потому что, ну, никто не соответствует каким-то вашим духовным качествам. Поэтому здесь такой посыл искать себе человека на расстоянии. Могут быть с вашей стороны попытки знакомиться через интернет или общаться через интернет. Сулит ли вам какие-то это знакомства? Но по восьмерке жезлов, да. Видите, сама по себе карта скорости, карта расстояния, карта переездов, поэтому возможно ли это? Да. Но по башне здесь нужно отказаться от каких-то стереотипов, каких-то ограничений, которые вы сами себе установили в своей голове. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках. По тройке чаш, видите, ситуация остается той же, то есть никто тут ничего не захочет менять, ну, я имею в виду там ваш партнер или партнерша, поэтому по тузу мечей вы возьмете на себя, так сказать, этот фактор, эту ответственность. Туз мечей расставить точки над и обрубить этот Гордеев узел. По башне, могу сказать так, вам это надоест, вы захотите эти отношения разрывать. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах. Что же будет здесь? Башня и повешенный. Это такая кризисная ситуация, когда может найти коса на камень. Есть вопросы непонимания, отдаления друг от друга, конфликтов, дистанцирования или по ряду причин, ну, от вас не зависящих. Например, там может быть отъезд партнера или партнерши по работе, по учебе. Поэтому вы можете ощущать себя здесь покинутыми, знаете, как брошенными. И это негативным образом будет сказываться в целом на
текущей ситуации. Это может дать некий такой холодок в отношениях. Но еще у тех, у кого ситуация шла к бракоразводному процессу, то это может прийти осознание того факта, что вам надоело быть в статусе жертвы. Пора, так сказать, с этим завершать, и вы будете предпринимать здесь решающие шаги. А именно выбирать себя, действовать ради себя и, допустим, самому или самой активно брать ситуацию в свои руки. Потому что, открываю колоду, здесь ложится аркан Маг. То есть у некоторых из вас это может быть консультация с адвокатом по вопросу бракоразводного процесса. Но, повторюсь, это у тех, у кого к этому шло. У всех остальных это просто ряд факторов и причин, по которым вы вынуждены будете, допустим, находиться на расстоянии или не общаться друг с другом. Смотрим с вами совет от карт. И здесь у нас ложится аркан Император. По императору это сохранять холодную голову, сохранять контроль над ситуацией. Если вам нужна чья-то помощь, и вы объективно не можете справиться с грузом проблем и обстоятельств, которые на вас наваливаются, то это стоит обратиться за помощью к отцу, брату, к супругу или, может быть, к влиятельному лицу, который вам поможет, поддержит, подскажет. Потому что здесь, давайте поднесу аркан, видите, зона комфорта и спокойствия. Потому что вы четко понимаете, есть почва под ногами, есть опора, есть на что опереться, поэтому не о чем переживать. Вот такой цели, такой тенденции вы должны придерживаться в рамках этого месяца, и тогда у вас все будет стабильно. Если смотреть в целом, наиболее значимые и знаковые сферы для вас – работа, финансы и вопросы личной жизни. Но если смотреть вот так, в таком ключе, то могу сказать, по ряду причин, допустим, у вас может быть отъезд по работе, там, курсы, семинары, вебинары, командировка. И, конечно, это в свою очередь будет тянуть вопросы личной жизни в том числе. Посмотрим с вами неожиданность периода. О чем здесь идет речь и какова здесь ситуация. Букет, клевер, и у нас падает карта ребенок. У вас шикарные арканы, которые сулят вам благоприятные перспективы, новые начинания, новые возможности, потому что букет, клевер и ребенок – это удачное начало для новых перспектив. То есть новый старт, новый стартап, начинание, должность, там, то есть, видите, кардинальные перемены, уйти в новое. И это для вас будет идти со знаком плюс. Плюс для вас это может быть еще как неожиданный дар, подарок судьбы, приятное известие от ваших детей или от ваших внуков, потому что сама по себе триада всегда говорит о прекрасных перспективах, как, знаете, вздохнуть полной грудью, потому что клевер и ребенок – это как вопросы, знаете, как начать с чистого листа, омоложение, регенерация. Кстати, могут быть еще и таковые процедуры у вас по этим картам. Вопросы фитотерапии. Кто-то может даже перейти на вегетарианство. И еще букет, клевер и ребенок очень часто говорят о ситуации, когда, ну, понимаете, вы можете захотеть одним махом все поменять в своей жизни. Место жительства, карьеру, отношения, то есть все. Вот знаете, вот хочу с чистого листа. Возможно, для кого-то из вас это будет актуально. Что ж, пишите, мне будет интересно почитать, как у вас на самом деле, какие энергии войдут в этот год. Я, в свою очередь, вам все закрываю в положительном ключе, в положительном аспекте, чтобы этот месяц принес вам стабильность, гармонию, зону комфорта, ну и, конечно же, благостные перемены. Вы, пожалуйста, по прошествии этого месяца дайте обратную связь, как отозвалась, отыгралась информация. Мне будет интересно вас почитать. Я думаю, представителям вашего знака зодиака тоже. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих раскладах.